классная, и у нее действительно какое-то такое, я не знаю, интеллигентное, что ли. Ну, не знаю, не интеллигентное, но от нее нет ощущения, что она дура. Знаешь, вот есть лица, не обезображенные интеллектом. Да. Ты так смотришь на человека, и ты думаешь, что навряд ли что-то прозвучит разумное. Да, она как будто бы воспроизводит впечатление вот этой глупой модели, но когда она говорит, ты ей все прощаешь. Вообще все. Я не говорю, что она суперобразованная женщина, но даже если бы она была суперобразованная женщина, я бы и это ей простил. Ты тот человек, который научил мне, когда делают комплименты, говорить спасибо. Потому что я до этого был, знаешь, как этот неотесанный какой-то болван, какая-то дворовая собака, типа, Руслан, ты там хорошо выглядишь. Да ладно, что вы, блин, да хватит, перестаньте, ну зачем так? То есть я стал действительно говорить спасибо, и это очень круто. Просто есть женщины, у меня есть там даже в качестве подруг, которым ты просто в какой-то момент перестаешь делать комплименты, потому что ты говоришь, там типа классные косички, тебе очень идет. А она такая, а что? А без косичек плохо, что ли? Да ладно, серьезно? Да, это ловушки. Когда типа, классное платье, тебе в нем очень хорошо. А что, в джинсах плохо, что ли? Непонятно. Не, ну ты делаешь комплимент идеально. Ты говоришь, что красивое платье, оно тебе очень идет. Потому что красивое платье — это спасибо дизайнеру, да? А это платье... Нет, ну ты же говоришь, оно тебе очень идет. Ну, да. Это полноценный комплимент. Красивое платье, оно тебе очень идет. Ловушка — это когда мужчины говорят, ты сегодня хорошо выглядишь. Любая женщина скажет, только сегодня. Да. А что вчера была не очень? Ну а что такое? Ну не любая, но в смысле, да. Ты же, когда как мужчина говоришь, ты сегодня очень хорошо выглядишь, ты подразумеваешь, что ты сегодня особенно хорошо выглядишь. То есть ты всегда хорошо выглядишь, просто сегодня... Это приходится как будто объяснять. Да. Я же тебе говорю, я начала с того, странно же будет звучать комплимент. Вот как раз он будет странно звучать, если ты скажешь, ты сегодня особенно хорошо выглядишь. Да. Ну то есть он уже более интимный. А типа просто коллеги или подруги, ты такой, ты сегодня хорошо выглядишь. Только сегодня? А все предыдущие дни? Я что, была как уродина? Женщины, расслабьтесь. Вообще не все мужики, которые с вами разговаривают, хотят вас трахнуть. Ну, иногда просто действительно эстетически хочется, не знаю, похвалить вас, сделать комплимент. Ольга, прекрасно выглядишь, это футболка, благодарю. Тебе очень идет. Ольга, прекрасно выглядишь, это шоу тебе очень идет. Благодарю. Можешь попросить людей ставить лайки. Если вы считаете, что это шоу и правда мне идет, поставьте, пожалуйста, лайки. И подпишитесь. И подпишитесь. На канал. На канал, если вы думаете, что Руслану тоже идет это шоу. Была бы звездочка, я бы нажимала. А вот ваши эти колокольчики... Ну неплохой прикол, я оценил. Нет, я имею в виду, что вот эти слова, звездочка, колокольчик, понимаешь, все, что имеет суффикс, я такой, вы чё? Да, лайки, я такой, ну типа, если бы это как-то более брутально называлось, типа, ставьте бляки. Ну, я бы такой, конечно, вообще без проблем. Не знаю, по-моему, бляки тоже звучат, в принципе, так же, как колокольчик. Ну, как будто все равно тут корень чуть другой. Нам надо на своем канале сделать. Ставьте бляки, пишите эту вашу поебень. Хэштег «Ваше мнение никого не интересует». Нет, на нашем канале этого не будет. Все, кто подписались, лохи. Ну, это вот круто звучит. Ты такой, против такого хочется побороться. Подпишусь. Первое письмо. Мне 25 лет. Состою в отношениях уже более 5 лет. С самого начала отношений девушка мне постоянно врала. Сначала она флиртовала с парнями, после того, как я узнал, извинилась, и я ее простил. Сейчас тема с парнями уже ушла, но пристрастие к вранью до сих пор сохранилось. Для нее типично извиняться, но не усваивать урок, что людям врать это нехорошо. Я тоже не подарок. В отместку на ее вранье я запретил ей все начинания, от общения с разными подругами и заканчивая походами в ресторан, как какой-то тиран. Бывают и хорошие и плохие моменты, но из-за ее вранья я постоянно нахожусь в подвешенном состоянии, как будто мне сейчас изменят. Еще должен сказать, что спустя 3 года отношений я начал изменять. Блять, как будто в проброс. Кстати, еще должен сказать... Чтобы быть точнее, да? Еще должен сказать, что спустя 3 года отношений я начал ей изменять, дабы отыграться на ее лжи. Ну, да, я думаю, это равноценно.
правильно? Расставались мы уже раз 30, но всегда возвращались. Мы оба говорим, что это любовь, но со стороны это выглядит как слабость. Что делать? Должен ли я рассказать ей про измены? Хочет ли человек совершить про измены? Стоит ли положить болт на все и жить счастливо? Странно и жить счастливо. Из письма как будто бы это... И не начинали. Да, не выходит. Ну что, счастливо живем, она врет, я изменяю. В целом... Мне кажется, звучит как паранойя немножко. Да, я тоже подумал, что у парня такой серфинг по мыслям вообще, что... Я так и не понял, что он хотел, в чем его проблема. Ну, как я понимаю, я почему говорю, что звучит как паранойя, потому что вот это вот с самого начала врет, продолжает врать, 5 лет встречаемся, то есть как будто бы мы не уверены точно, что она врет. Скорее, мы точно уверены в том, что он параноидально очень... Думает... что у него есть паранойя, относительно того, что его все время обманывают. И, в принципе, если ты находишься в такой паранойе, что человек просто своими неточностями в ответах, например, даже элементарно, может подтверждать твою идею о том, что он постоянно врет. В общем, у меня ощущение, что у него есть какой-то страх быть униженным. И когда есть страх быть униженным, он может идти, тут может быть 1001 гипотез, откуда он идет. Может быть, отец бросил мать, она осталась одна, восприняла это как унижение, у него вот как-то это все сформировалось. Да, чуть побольше информации не повредило. Да, то есть все что угодно может быть. Что-то произошло, что стыдно. У него есть страх быть униженным, поэтому у него есть параноидальная идея, что его обманывают, что ему чего-то не договаривают, а правда в том, что в отношениях все равно и тайна в чем-то сохраняется, и люди вообще могут, ошибаться. Безусловно. Тем более речь-то идет, он пишет, что ему 25 лет, и они более 5 лет с девушкой в отношениях, то есть он вступил в эти отношения очень молодым, ему там было 19 лет, а ты в молодости действительно, супер в себе не уверенный, и, наверное, это, видишь, как будто с возрастом этих отношений это все параноидальный, потому что у тебя нет опыта. Условно, когда у тебя было несколько отношений, ты из него выходишь с каким-то средним опытом. Оказывается, вот тут вот чуть-чуть врут, тут чуть-чуть нет, тут вот так. А у него первый, и он поймал этот страх и на нем торчит. Бросай ее, что. Слушай, при этом он, видишь, неплохо рефлексирует на тему того, что он превращается в тирана или стал типа как тиран, что он ее не отпускает с подругами. То есть он тиран в этих отношениях, потому что он нападает на значимые связи. Что я имею в виду, понятно, то есть у человека есть значимые связи, это близкие подруги, там Странно, что она не сопротивляется этому. Она оказалась податливой в этом плане. Значит, в общем, пара в этом смысле сложилась, да? Но при этом ему для того, чтобы это все выносить, потому что паранойя-то не дремлет, 24/7, он, значит, решил изменить ей. Да, знаешь, кстати, вот когда речь идет о параноидальной измене, мы всегда предполагаем, что возможно, ты свои желания, которые в себе не признаешь или не осознаешь, или не хочешь признавать, вкладываешь в другого. То есть изменить реально хочешь ты. И ты такой, ты думаешь, я же так... Нет, ты хочешь изменить, и ты думаешь, что изменяют тебе. То есть ты вкладываешь это в другого. Ты сам эти чувства испытываешь, ты их с ними, в общем-то, никак помириться не можешь, и тогда ты другого делаешь изменщик. Я понимаю, что он такой, возможно, это вообще идеальный человек, его девушка. Он такой, она врет, надо ей изменить. Теперь я ей тоже вру. То есть он забыл про измену, он такой, теперь я тоже ей вру. То есть он, понимаешь, он говорит, что он изменил не потому, что ему захотелось это сделать, в принципе, в 25 лет, будем откровенными, захотеть другую женщину, это скорее нормально, чем ненормально. И в 40 тоже? Так, в 40 тоже, очень хорошо. Все работает. А он это объясняет тем, что это месть. Понимаешь, значит, он как будто не в контакте со своими желаниями. И тогда он все свои желания помещает в нее, что вообще она хочет там где-то гулять, его обманывать и еще ему изменять. Но ему мало изменить. И в момент измены или после про себя сказать, вот тебе за все свои измены. Ему нужно еще ей рассказать. Он же хочет рассказать, понимаешь? А зачем, кстати? Кстати, главный вопрос, который надо было задать. А почему люди нам пишут письма? Я об этом никогда не думал. Действительно, а почему пишут письма? Вот у него какое желание написать это письмо? Зачем? То есть он, по сути, такой, смотрите, какой я ужасный человек. Он не понимает себя. Это зов о помощи, всегда, или что? Он рассказывает историю и говорит, объясните, почему так происходит. А на что он надеется? Хорошо. Нет, смотри, сейчас... он ей изменил, он в своем представлении ей отомстил, так. Но он чувствует, что ему это недостаточно.
И он как будто бы задает нам вопрос, почему мне это недостаточно? Почему сделать тайно больно для меня недостаточно? Теперь мне хочется рассказать. И он говорит, рассказывать или нет. То есть ему непонятно. Вроде бы, да, изменил. Ее же он как раз обвиняет в том, что она делает что-то на стороне и не рассказывает. Он вроде как зеркально поступил, но ему теперь еще и рассказать хочется, понимаешь? Я никогда не напишу письмо в подобное шоу. Никогда. Ну, замечали, письмо началось, в одном ключе, а теперь вообще мы про типа узнаем, что он такой, так, я думаю, она врет, я ей буду изменять, что-то мало, так, надо так Ну, всем ты же рассказать. прочитал. Сейчас еще как-то, чтобы она это узнала обязательно, это... Не знаю, братан, хорошо, что я не твой друг. Я имею в виду, каждый раз, когда вы едете в метро и думаете, боже, что за обычные люди рядом со мной? Нихуя вообще нет, вообще. Там каждый едет с такой вообще историей внутри себя. Ну а иначе зачем бы ему нужно было рассказывать? Ему нужно, чтобы она его простила, чтобы она испытала боль от этой измены. А если она испытает боль от измены, он почувствует себя значимым. Самое смешное, если она вообще нормальная, вообще не врет ему. То есть он сейчас издевается над близким ему человеком, нормальным вообще, сам. Знаешь, вот он Анна Каренина сейчас. Он такой, я не знаю, что делать, буду делать все. Тут же у нас стоит вопрос, вы бы рассказали об измене? Теперь я понимаю, почему, когда вот ты вот это все сказала. Вообще об измене рассказывают, то, что мы с тобой уже обсуждали, об измене рассказывают, потому что невыносимо испытывать чувство вины. Ты хочешь просто разделить это с партнером, со своим, будь что будет, то есть настолько ты не можешь это держать. Или ты это рассказываешь для того, чтобы увидеть, что человеку больно, и для тебя это будет подтверждением того, что ты ему не безразличен. То есть мало того, что этот человек каждое утро тебе говорит, доброе утро, любимый. Да. Хорошего дня тебе, любимый. Я буду ждать тебя дома, когда ты вернешься. В течение дня смс-ки, боже, я так по тебе соскучилась. Я хочу увидеть, как тебе больно. Потому что это все слова. Недостаточно, да. Слушай, не просто так любовников и любовниц называют клеем брака. Я сейчас с точки зрения того, как устроена система семейная, да, без морали. Да, какой-либо. Ни хорошо, ни плохо. Да, мы не оцениваем точно, хорошо или плохо. Мы просто разговариваем. Да, но иногда измена – это попытка сохранить свой брак. И это так устроено. Все немножко сложнее, чем нас учили. Вот и все. Поэтому никто не знает, что лучше, что хуже. Иногда партнеры предпочли бы, чтобы другой ему изменял, но всегда оставался с ним. Так что, возвращаясь к парню, у которого, оказывается, видишь, все вообще наоборот, чем он нам пытается донести. Исходя из того, что я вижу в этом письме, к сожалению, на данном этапе я не вижу, что этот человек может быть счастливым, потому что в нем есть две части. Первое – это страх быть оставленным, страх унижения, да? А вторая – это желание причинять боль другому. Как будто это даже главнее. Как будто бы это... Знаешь, я сейчас объясню, он хочет, то есть, как я сейчас придумал себе, увидел это, исходя из того, что ты сказал. У нее есть вот это желание сделать больно другому, но чтобы его оправдать, он ищет, типа, вот эту причину, то есть она врет мне. То есть я не просто делаю человеку больно, я делаю больно, в отместку. Слушай, я думаю, что-то. что это работает в обе стороны, да, мы можем, вот как ты говоришь, с той стороны он хочет сделать больно, ему нужно оправдать свою там жестокость, да, потому что, в общем, то, что он делает, довольно жестоко. А с другой стороны, откуда может идти, да, ты чувствуешь этот страх быть униженным, у тебя включается паранойя, да, и тогда твой единственный шанс выжить с этим, вот в этой паранойи, в этом страхе унижения, который наверняка очень неприятный, да, это вот мстить, делать больно, нападать на значимые связи, повторюсь термином, да, то есть тиранить человека рядом. Как будто бы она подыгрывает. Я имею в виду, что она готова играть в эту игру. Потому что они совпали как пазл, как мы много раз с тобой говорим. То есть у нее есть толерантность к таким отношениям. Не, тогда в этом они могут быть счастливы. Это будет такое уродливое счастье, для обычных людей, для вот этого общего какого-то. Но, условно, если вас это делает счастливым, постоянно вот эти расставания,
вот это вот, ну, буря эмоций, которая, знаешь, может быть, тем самым люди спасаются от быта какого-то. Ты знаешь, я могла бы с тобой согласиться, но во всяком случае то, как изложено это письмо, заставляет меня задуматься о том, что вот это вот желание причинять боль, оно будет эскалироваться в нем. То есть это вот, знаешь, до того, как я почувствовал себя, что я ей запрещаю, ну, знаешь, ты своему партнеру запрещаешь видеться с подругами, ну, то есть... И даже... еще, ну, типа... И все равно, типа, еще делаешь больно, еще изменяешь, и еще хочешь рассказать ей об этом, чтобы, не дай бог, она там не выдохнула. Так, я тебе расскажу, но ты ни с кем не сможешь поделиться, потому что, блядь, сиди дома. Да, ну то есть это прям такие первые шаги к какой-то, ну, довольно жестокой ситуации. Странно, но при этом они не муж и жена, у них нет детей, что она тогда терпит? Ну, значит, вот так, что нет. Ну, к сожалению. У Достоевского же такая же была супруга. То есть она настолько была обоена, условно, тем талантом и всем остальным, что он ей запрещал улыбаться, он там был достаточно извращен в сексе, и, я так понимаю, не особо ей это нравилось. Он просто такой, мне это нужно, чтобы написать, испытать боль. Достоевский плохой был человек. Забавно, что благодаря интернету в том числе, ты, да, серфишь по каким-то там статьям, еще чего-то и так далее, и потом такой, так вот, что ты так хорошо разбирался в уродливых сторонах человеческой души, потому что ты сам урод. Потому что тебе так это было понятно. Да, так ты не гений, ты просто типа описывал, ну, вполне возможно, он и бабку убил, понимаешь? Почему нет? Здравствуйте, мне 27, за всю жизнь 3 мужчины, серьезные отношения, все дела. С первыми 2 все было классно, но отношения были импульсивными, поэтому всегда приходило время расставаться, грубо говоря, из-за того, что часто ругались. Ну, наконец-то, хоть кто-то расстался, понимает, что мы часто ругаемся. С нынешним мужчиной вместе 4 года, у нас ребенок, отношения в плане быта идеальные, устраивает все и всех. Все письма, так заметила, все. То есть нам пишут письмо с проблемой, но в начале каждого письма отношения в плане быта идеальны. У меня там маленькая проблемка. Да, вот прям все в нем устраивает, все, кроме секса. Я даже себя начинаю считать немного озабоченной в этом плане. Секс никакой был всегда. В начале отношений я старалась как-то его удивить, и получалось. Инициатива в основном исходила от меня, разговаривала с ним про то, как кому сделать лучше именно в плане секса. Хотя он чуть ли не краснел при таких разговорах. Потом забеременела, всю беременность ни разу не занимались сексом. После того, как родила, занимались этим через год. Потом он уехал на вахту, и вот он приезжает раз в 3 месяца, и секс у нас 1-2 раза в его выходной месяц. То есть 2 раза в 4 месяца. Пыталась с ним разговаривать, но что-то до него не доходит. А я хочу, простите, хочу трахаться. Класс, вот я люблю, вот эти слова гораздо лучше, да, они честные. Я понимаю, что многим моралистам они не понравятся, но это точно описывает состояние человека. Что это должно моралистам-то не нравится, я не понимаю. Это же естественное желание человека. Мы же не в Советском Союзе. Ну да, согласен. У меня такие взгляды, что изменять я, конечно, не буду, хоть и хочется. 2 варианта. Уйти от него и решить свои хотюнчики без него, или забить на это и типа сохранить семью. Жить наполовину счастливую жизнь. Что делать? Во-первых, мы не знаем. Во-вторых, давайте обсудим. Интересно, а можно вообще наполовину жить счастливую жизнь, я задумалась? Как будто бы история, как минимум нашего менталитета российского, типа дает положительный ответ на это. Да, надо жить. Мне кажется, что в российском менталитете как будто бы даже не наполовину счастливая жизнь, а главное, чтобы внешне все было устроено. Да, чтобы забор был красивый, да, чем у других там и так далее. А что там внутри чтоб вообще не важно. Чтобы точно брак был, чтобы дети в школу ходили в глаженных этих одеждах. Абсолютно верно, да. Не, наполовину счастливым, я думаю, точно нельзя быть. Я думаю, можно быть счастливым и испытывать какие-то проблемы. Да. Да, так можно, а вот так, что прям наполовину, ну как, в смысле, что это так? Как? Знаешь, как правило, есть такое ощущение, что ты в такие моменты счастлив на работе, а когда приходишь в семью, ты такой, так, пятница, когда же понедельник? Есть такое, что люди бегут куда-то, потому что там лучше. Я думаю, это очень плохо, когда тебе на работе лучше, чем где бы то ни было.
Нет ничего хуже, чем когда ты не хочешь возвращаться домой. Да. Все-таки они были правы. Все эти скотские цитаты. Слушай, ну тут опять как будто бы, знаешь, вот в таких письмах, вот когда вот так стоит вопрос, и когда нам вначале всегда пишут, в быту вообще мы так счастливы, вот один маленький нюансик и... Слушай, ну смотри, я понимаю, что это ну, как бы вызывает вопросы, но вообще брак строится на 3 китах, да, это секс, деньги и интимные отношения. Это вот то, что мы с тобой обсуждаем, это то, что нарабатывается в паре. Какие-то интимные моменты, взаимопонимание. Интимный то есть это не секс имеется в виду? Нет, не секс, интимный в плане для двоих, да, ну то есть какие-то вещи, которые становятся важными. То, что ты говорил, что ты гипотетически предполагаешь, что ты можешь к женщине испытывать какие-то интимные моменты, а хотеть кого-то другого. Ну, то есть какая-то такая, да, история. То есть это отделено от секса, это вот какое-то общее поле, так его назовем, да, это то, что нарабатывается в паре, то, что мы говорим. Пока жив хотя бы один из этих китов, брак может существовать. То есть деньги могут быть склеивающим фактором. Раньше чаще, в том числе, был статус, да, склеивающим фактором. То есть, ну, ты, допустим, имеешь какой-то статус, ты там дипломат, например, ты должен, чтобы... власть, да, чтобы было понятно. Ну, например, да, что ты должен быть там при жене, да, условно говоря, или должен быть жена. Да, ну, кстати, то есть брак не распадать. Так очень много у работников спецслужб. Ну да, и круто, если они тогда договариваются в браке, да, каких-то условиях. Я знаю, историю нет. Нет, ну бывает же, слушай, ну всегда же бывает по-разному, да, ну, если, да, но если удалось договориться, то всегда это может быть фасадный брак, тоже имеет место быть. То есть деньги могут быть склеивающим, секс может быть склеивающим, там у них ни денег, ни какого-то взаимопонимания, ну там прекрасный секс, или же есть дружеские отношения, ну то есть дружеские, я имею в виду вот в общем поле, то есть им классно вместе, они идут по жизни вместе, кайфуют друг от друга и вообще в принципе не очень представляют там, что бы хотели оказаться без своего партнера. Вот у нее по ощущениям, что он там на вахте, то его нет, он приезжает, деньги он, видимо, приносит. Ну да. Ну, вахтовики нормально зарабатывают. Ну, то есть ребенка она родила, относится она к нему неплохо, не жалуется на него, он не пьет, не бьет. И, ну, там, в общем-то, про любовь ни слова, но при этом что-то склеивающее в этом браке есть. Слушай, ну в целом, все, что написал, очень удобно, если перевернуть, условно, мужчину-женщину. Ну, то есть, я такой, я сейчас, не я конкретно, просто вот я такой мужик, у меня есть ребенок, и у меня жена из 4 месяцев 3 проводит где-то хрен его знает где. Идеально вообще, нет? Приезжает на месяцок, мы что-то там, ну, то есть, все, у меня жена, у меня ребенок, все дела там. Ну, то есть, как будто, да, это, ей как будто это очень удобно, и она захотела большего. Ну, типа, было бы классно. То есть, ее все устраивает. У меня муж, ребенок, его, получается, сколько? В году 8 месяцев нет. Вот было бы вообще идеально, если по оставшиеся 4 он бы меня еще трахал как положено. Понимаешь? Да. Но вопрос в том, что я почему-то не знаю, читая это письмо, когда я прочитала, но изменять я точно не буду, я такая, почему? Что это за установки, откуда такие принципы и что такое измена, понимаешь? Но тогда вопрос. Потому что она сейчас себя выгораживает. Я уже наблатыкался, читая эти письма, я уже чуть-чуть наблатыкался. Она себя выгораживает, типа, смотрите, я жертва, меня не трахают, я жертва. Изменять нет. Вот эти все истории, которые где-то могли бы ей напихать, ты что, был, типа, а что ты так секса хочешь, ты еще не изменяешь? Не-не-не, вот этого нет. Это он меня не удовлетворяет сексуально, я такая жертва. Вообще-то это мало приятно. Что именно? Что такая жертва? Ну, слушай, человек без секса живет. Давай я расскажу, как там все было. Давай. Первые 2 отношений разошлись импульсивно. Разошлись импульсивно, значит, это тестостероновые ссоры. Ага. Ну, то есть обычно вот это импульсивное, это вот на гормональном. Значит, там были мужики, которые, в общем-то, знали, что ей надо. И она это получала. Но в связи с тем, что тестостерон там у ребят был повыше, чем у капитана дальнего плавания, то она поняла, что такое вообще хороший секс. А так как, в общем-то, в таких отношениях ей вот с такими мужчинами оставаться не удавалось, то она нашла человека с более низким уровнем тестостерона. Понятно, что у нас у всех сексуальная конституция разная. Кому-то надо больше, кому-то надо меньше.
Да, это обусловлено и темпераментом, и гормональным фоном. Тут она встретила мужчину, с которым не происходит вот этих тестостероновых вспышек, то есть он какой-то, видимо, там более адекватный, у них произошел контакт, она захотела за него выйти замуж, родить с ним ребенка, но столкнулась потом с другой стороны медали, что нет и этих ссор, этой импульсивности, я понял, да. но при этом он, в общем-то, видимо, с пониженной, ну, как бы вот этой сексуальной говоря, конституцией. Если тебя в жизни не берут за волосы, тебя и в сексе не берут за волосы. Нет, ну можно отыгрывать это в сексе и, в общем-то, не делать это... ну это имеешь в виду психологически, ну, да? Не держит, теншена нет. Да, ну, наверное, примерно как-то так это устроено. И она заскучала, собственно, по тому, от чего убежала в свое время, да? То есть она так говорит, меня все устраивает, он нормальный, адекватный, без истерик, без битья там посуды, да? Зарабатывает, привозит домой, ребенка я воспитываю, все есть, но есть одно но. Но сексом мы тоже занимаемся на бочку. Ну, да. Или не занимаемся. Или не занимаемся, тоже да. Очень все адекватно. У нас очень адекватный секс, понимаешь? Очень понятный, адекватный секс. Чистый такой. Да, такой, очень понятный. Никто ни в кого не плюет. Вообще такой прям, как аккуратненький. После него не надо менять постельное белье, да? Ну, как будто бы да. Когда у людей в браке разная сексуальная конституция, действительно, они могут с этим столкнуться спустя какое-то время. Поначалу, то есть, да, поначалу это может быть. Или другой не очень обращает на это внимание, потому что важны какие-то другие, да. Иногда может тебе быть важнее на каком-то этапе, что этот партнер адекватный, надежный, приятный, понимающий. Ты как-то думаешь, что, ну, она же говорила, что я пробовала там первое время, чего-то, думала, сейчас раскачаем его. Слушай, да, мы в одной передаче обсуждали, я даже был автором этих слов, что типа любому сексу можно научить, я готов чуть-чуть поменять. Конечно, есть темпераменты. Если у тебя нет того темперамента заниматься тем сексом, которым хочет партнер, обучай, не обучай, ну, типа, это да, не, и конституция не в твоей сексуальная, просто все по-разному, конечно, к этому конечно, Вот, обычно в таких историях рекомендуют семейную терапию. То есть, если она сможет об этом говорить, и он сможет об этом говорить, что он вот, ну, там, мне столько не надо, а мне столько надо. Ну, то есть, это можно обсуждать, и там наверняка еще много всего будет примешано. Но никто не обещает, что будет результат, да, потому что если там действительно прям разная сексуальная конституция, то, скорее всего, будет очень трудно найти какой-то общий знаменатель, и похоже на то, что его действительно трудно найти. Я к тому, что видишь, сексуальная терапия и так далее, мне кажется, люди очень быстро смотрят на это, знаешь, ну, требуют быстрого ответа. То есть, ну мы сейчас сходим к сексологу, поговорим, и через 2 сеанса он будет плевать мне в рот, понимаешь, я имею в виду хлестать меня плеткой там и так далее. Я думаю, это же долгий процесс, не? Ну, то есть, так быстро люди не меняются. Опять же, еще такое ощущение, ей 27 лет, нет такого, что женщины в 27, как будто, ну, сексуальная энергия, она же синусоидная. Она у женщин типа возрастает, то есть к 30, к 35 она наоборот идет. Да. Не, я на своем примере скажу, там, в 20 одна, в 25 другая, в 30 я в Москву переехал, я там вообще, под каждым деревом пытался сексом заняться. Сейчас, ну, так себе, да. Ну, то есть, все это синусоидально. Да, но у нее самый, конечно, это она в полном рассвете сил. Да, и тем более у нее до этого было всего лишь, как ты говоришь, 2 партнера, и даже если они давали то, ну... Нет, ну тут как бы хотя, да, эти партнеры описаны, как будто у нее было целых 2 партнера, знаешь, потому что партнеры тоже могут быть разных, может быть 10, и ты все равно не поняла, что секс это классно. Условно, знаешь? Она не натрахалась, а есть такое ощущение, что она наоборот получила... Ну, круто, что, вот мы нашли женщину, которая... Как она сама пишет, хочет трахаться. Ура, они существуют. Я уверен, вас гораздо больше. Пишите мне в директ. Пишите свои письма мне в директ. Не в это шоу. Ну что, всем привет! Каждый выпуск вы даете мне возможность посмотреть на собственную проблему под другим ракурсом, за что вам огромное спасибо. Ради бога. Главное, что, Ольга? Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. И еще у нас есть Инстаграм «Чужие письма». Да. Я восхищаюсь своей матерью. Она неимоверной силы человек. Всегда боялся ее разочаровать, и отчасти это дает мне силы на преодоление всех проблем в жизни. Когда нас бросил отец, мне было лет 5-7. Ты не помнишь, когда вас бросил отец? Ну ладно, 5-7 месяцев. Это травма. Ну типа, когда он вас 2 года бросал или что? Очень медленно уходил из семьи, представляешь? 2 года. Такой спиной в дверь-то.
Ну, я не знаю. Прости. Когда нас бросил отец, мне было 5-7 лет. Мать одна вытянула меня и сестру на 5 лет старше. Когда мне было 12 лет, у мамы появился мужчина. У него своеобразный характер, поэтому мы с ним очень много ругались в первое время, ибо делили с ним быт. Далее я ушел учиться в Суворовское училище, и встречаться с ним стали реже, только по выходным. Мы долгое время показывали друг другу характеры и ругались, что расстраивало маму. Примерно тогда мы поговорили с сестрой и пришли к выводу, что лучше его терпеть, ибо мы с ними уже не живем, и если маме такой характер нравится, то пусть мама будет счастлива. После этого наши отношения стали более приятными, потому что я терпел его характер и не выводил все на конфликт. 3 года назад я ушел на написание диплома, подкопил денег, ушел с работы и ушел в познание себя, навыков и написание диплома. Отчим предложил работать в его офисе, помогать немного по работе, что-то зарабатывать и писать диплом. Мне полностью дали свободу в своих действиях, и я ушел в маркетинг. Но начав работать с ним, я начал слышать перегибы в свой адрес, а именно, что я не умею ничего делать, не думаю головой, работаю плохо и так далее, и так далее. Временами слышал переходы на личности. В одной из перепалок он сказал: если тебе что-то не нравится, собирай вещи и уходи с работы. На что я ответил: хорошо, я ухожу. Собрал вещи и ушел. Отчим знал, что у меня проблемы с деньгами, но специально рассчитал это именно так. На что у меня, естественно, скопилась обида. Сейчас уже много времени прошло, я руковожу отделом, бла-бла-бла, у меня все хорошо и так далее. Но после того инцидента мы нормально не разговариваем. Он пытается выйти на связь и не признает своих ошибок, а пытается через маму сделать так, чтобы я сам вышел на него и поговорил. На всех семейных мероприятиях он пытается со мной заговорить за столом, но у меня нет ни малейшего желания. Я понимаю, что данная коммуникация расстраивает маму, потому что она между двух огней, но терпеть такое я не могу. Мама всеми правдами и неправдами пытается нас помирить, иногда доходит до дичи. На уровне: вот если бы он тебя тогда не погнал, ты бы тютей был, не стал бы кем сейчас являешься. Понимая, что она уходит в такой абсурд из-за важности вопроса для нее, понимаю, что с годами будет сложнее, а это ее здоровье. Помогите сделать правильный вывод и выйти из ситуации, чтобы не было обидно. Блять, мы не помогаем не делать никакие выводы. Бесплатно. Человек же сказал, что предыдущими выпусками мы ему уже помогли разобраться. Для людей обсудить проблему даже не только Я стелю солому, я пытаюсь максимально снять с себя обязанность, понимаешь? Он потом где-нибудь убьет человека, его на допросе будут говорить: что вас сподвигло? Он такой: в 4-м выпуске «Чужих песен» мне дали совет, и потом я эти голоса... Он говорит: я слышал голоса. Он говорит: что за голоса? Это Руслан и Юля. Вот настолько он, понимаешь, будет. Ну, тут, я не завидую, потому что действительно у матери есть партнер по жизни, который ее удовлетворяет, и она, как любая мать, хочет, чтобы все друг с другом общались, и все было приятно, здорово и так далее. Ну, то есть тут такая проблема, что люди, знаешь, как сказать, понятно, отец ушел, но у матери появился новый муж, да? Но вы как будто не можете вместе отпраздновать вот этот Новый год в том виде, в котором нам преподают в рекламе Кока-Колы, понимаешь? Да. Да. Как я себе это вижу? Ему 5-7 лет, как мы уже знаем. Давай 6 скажем. Что это за период такой? 5-7 лет? 6 лет? 6 лет. Так. После первого Эдипа уходит отец. Значит, он занимает место отца. Угу. Учитывая, что там мать и сестра. Учитывая, что там мать и сестра. Приходит новый мужчина. Ему надо как-то с этим быть. Он уходит от конфликта и уходит в Суворовское училище. Возвращаясь из Суворовского училища, он начинает работать... в маркетинге, да? Да, в маркетинге, идет к нему. Соответственно, у них происходит второе столкновение. Да? То есть это там условный второй Эдип. То есть он уже с ним борется. Но при этом, если Эдип с отцом он выиграл, да, то есть мать, то есть он занял место мужчины, то тут он уходит. То есть как разрешение Эдипа. Либо ты отца убиваешь, либо ты уходишь от Эдипа. То есть уходишь от конфликта. Он от этого конфликта ушел. Но так как у него есть до сих пор злость на отца, на своего родного, то он как будто бы вот это внутрипсихически перекладывает все на этого отчима. То есть он не ненавидит этого отчима, а он ненавидит его, собственно, то, что он говорит, что он меня начал попрекать тем, что я там некомпетентен в чем-то, да, на работе, хотя сам должен был этому меня научить. Но правда в том, что муж
матери не должен ему ничего, ровно как и он ему ничего не должен. Он не отец. А он предъявляет ему как требования отцу. Как отцу, ну, условному там второму, да, отцу. Потом в этом письме довольно много всемогущества. Вот эта фраза о том, что, поговорив с сестрой, мы приняли решение не конфликтовать, да, при этом этот человек не выглядит... так скажем, плохим, потому что он ни разу не сказал, что он там мать как-то обижает или что-то. Он говорит, я вижу, что мать счастлива, ну как бы, да, и он говорит, и я, в общем, принял решение не выводить его на конфликт. Как будто конфликт — это вообще дело не двоих. То есть я хочу, вывожу его на конфликт, не хочу, не вывожу его на конфликт, понимаешь, да, он такой, ну... Но на самом деле абсолютно точно видно, что ему важны и значимы отношения с этим отчимом. Потому что обида – это всегда связь, да? Безразличие – это нападение на связи. Ну, то есть, если ты мне безразличен, то, во всяком случае, в осознанном поле я тебе показываю, что связи прерваны. Если я на тебя обижена, то это 100% связь, да? То есть… Да, я понял. Да, он на него обижен, и несмотря на то, что ему уже говорят на семейных праздниках, что можно просто здороваться, прощаться и спрашивать, как дела – он через себя переступить, несмотря на то, что его матушка просит, не может, потому что обида сильна, но обида как будто как на отца. Да? Почему я думаю о том, что он может очень на себя, он может очень болезненно воспринимать любую критику в свой адрес, потому что все равно парень так или иначе идентифицируется с родным отцом, а он в его письме, его словами представлен как негодяй. Ну да. Потому что помнишь эту фразу о том, что во всяком случае встретила негодяя или что-то такое, да, то есть она считает отца, он вот эту вот, а когда ты идентифицированным с отцом, который негодяй, который бросил семью, тебя и сестру, то, соответственно, ты думаешь, что, наверное, я тоже примерно такой же, как он, я же да, сын своего отца, и поэтому кто-то, а тем более отчим, который значимая фигура, говорит, что это ты делаешь не так, то ты не делаешь не так, и вообще там ты не такой, для него это очень-очень болезненно. То есть это как будто подтверждает, что вот этот типа мужик классный, с которым мама счастлива, а он такой же негодяй, ну, как будто бы, знаешь, как негодяй, как его отец. Я понимаю, что это может звучать немножко запутанно, но я думаю, что... Я думаю, что, исходя из того, что ты сказал, я думаю, отчим в ахуе вообще. Ну, он такой, да я нормальный тип, меня да. Типа, да, ну, типа, эта женщина сказал, меня любит. Да, я типу на работе, вообще как сотруднику, говорю, что он, во-первых, мы не знаем, ну, насколько он хороший сотрудник, может, он действительно, ну, пока еще... Видишь, он говорит, хотя он сам меня должен был этому научить, то есть у него как бы сразу... Да, была... и такой на всех семейных праздниках очень такой, здравствуй, это такой... Ну, выглядит это... Ну, я говорю, я такой, что происходит вообще? Ну, там, Марина, поговори с ним. Пожалуйста, я не буду. Забавно, как люди всегда перекладывают проблему на кого-то, да? Вот это самое тяжелое, это сказать, нет, наверное, со мной что-то не так. Ты 1000 попыток первых такой, нет, он виноват. Он не виноват, тогда вот он виноват. Не он, тогда вот они вдвоем виноваты. Нет, тогда вон там виноват. Блядь, солнца нет, поэтому... Понимаешь? Ну, как будто бы никогда нельзя задать себе вопрос, какой мой вклад в то, что наши отношения выглядят вот так. Ну да. Ну, а на самом деле это самый правильный и честный вопрос к себе, потому что, скорее всего, у тебя будут возникать сложности аналогичные с другими людьми. Конечно, конечно, конечно. Не, но если ты вдруг действительно не встретил просто какого-то прям такого объективного негодяя, знаешь, вот из этих мультиков, да, вот с таким носом, в пальто ходит. В шляпе. Но он же прям вот описал весь этот треугольник. Первый треугольник свой, да, и, ну вот я имею в виду эдипальный, да, с отцом, который ушел, и вот, собственно, с отчимом. То есть это прям даже не нужно было тут сильно копаться, да? То есть он прям, вот он для меня пример человека, которого мать наградила здоровой психикой. Это вот абсолютно здоровый человек, который пришел на консультацию, на первую, и рассказывает, вот выкладывает свой эдип психологу. И вот рассказывает, что я вот понимаю, это так и так, отец негодяй, он ушел, вот он, то есть он прям вот, ну прям супер-супер, даже прям вот случай уже описал. И что вы с такими людьми делаете? Ну и главное ему это все увидеть. Вот фактически первый шаг, как мы можем ему помочь, это показать, как я увидела это, как мы увидели это со стороны, что мы видим, что
То есть... Ну, то есть, если он не совсем живет в отсталом городе и не боится этого, то стоит сходить к психоаналитику. Ну, во всяком случае, он может подумать о том, что та злость, которую он испытывает в адрес своего отчима, на самом деле принадлежит его отцу. Другому человеку. Да. И, может быть, если он это осознает и сможет это как-то для себя принять, то он сможет, какие-то... Ему же важны отношения с отчимом. Ну, по всей видимости. Ну как, это человек, который там неотъемлемая часть его матери. Когда ты так обижен, что ты не можешь поздороваться, то скорее даже не вопрос тут про мать. Хотя, конечно, это тоже важно. Это всегда, я думаю, что это вообще очень сложный вопрос выстраивания отношений, если тебе это претит и тебе это неприятно, но ты делаешь это там во имя своего родственника, своей матери, там, своего брата, сестры, там, я не знаю, кого-то другого, ну что в этом есть определенная сложность всегда. Но в данной ситуации я думаю, что тут на первом месте, что ему правда важны отношения с его отчимом. Именно важные в каком смысле? Он от них питается или что? Он хочет признания от него. Признание чего? Себя как личности? Да. Как мы к этому пришли? Кто не знает, исходя из того, что Ольга сейчас рассказывала. Я имею в виду, нифига себе. То есть ему нужно самоутвердиться перед этим человеком, чтобы этот человек сказал ему типа, да все, расслабься. Я признаю тебя как мужчину этой семьи. Ты в ней типа главный. Я просто партнер матери. Нет, наоборот. Мать теперь моя, но ты тоже классный. В этом плане. Мать... Иначе он тогда опять выиграет Эдип. А выиграть Эдип — это невыносимая ноша. Он одного отца уже убил. Условно, психологически. Да, я понимаю. И понимаешь, тут на самом деле это письмо еще такое крутое, потому что ему мать говорит, если бы он тогда тебе, там, условно говоря, подзатыльник на этой работе не стал, ты бы никогда не стал тем, кем ты стал. Это, кстати, нормальное заявление от матери? Это я понимаю, что ему скорее это звучит, я не знаю, нормально, я не сужу, нормально, ненормально, но это звучит, как будто бы она, я не знаю, понимая или просто интуитивно понимая, что этот мужчина должен был поставить его на место, иначе бы он не стал никогда уважать его. Понятно. То есть фактически он должен был ему сказать, что нет, мать теперь, эта женщина моя теперь. Моя как женщина. Хочешь ты или нет? Конечно, мой партнер. Да, потому что она моя как женщина, она твоя как мать. В чем проблема? Да, но он же, когда отец ушел, он же занял место главы семьи. То есть он пришел и сказал, теперь я, условно говоря, глава этой семьи, потому что я партнер твоей матери, этого нашего монастыря, в который с чужим уставом не приходить. Как все сложно всегда, просто капец. Да, по-моему, все очень просто. Тебе все очень просто. Я вообще каждый раз слушаю, я такой, все понятно. Все понятно. Я имею в виду, мне вообще ничего не понятно, потому что да, я понимаю, что очень такой, да твою мать. Господи, один раз когда-то, ладно, 3, сказал ему, что он что-то делает не так, в самом начале его карьеры работы в офисе. Вообще есть люди, которые сразу поняли, как надо делать работу. Сразу, которые пришли и такие, какой гений. Там же ключик в том, что он вместо того такой, не понял, сейчас я как-то в этом разберусь, он говорит, ты меня ругаешь, а ты должен был меня этому научить. Это идея, понимаешь? Претензия как к отцу, если тебе отец такой, слышь, тебе 20 лет, ты гвоздь не можешь забить. Он говорит, батя, а ты никогда не мог мне показать, как это делается, что хотя бы сначала надо пальцами придержать, а не сразу лупить его. Меня батя, наоборот, научил всем каким-то таким вещам, которые мне сейчас вообще не нужны. Вообще. Я умею складывать сток сена. Чтобы ты понимала. Мне кажется, что это прям математика, нет? Нет. Это легко, но в целом, я имею в виду, я живу в Москве. Кто-нибудь сено когда последний раз видел, блядь? Не солому, сено. Я знаю, чем солома отличается от сена, понимаете? И это все... Я, безусловно, батя благодарен, но когда это происходило в онлайне, господи, я тогда придумал, что я буду жить в самом продвинутом городе. Я имею в виду, когда мы жили в Боброве, и я там каких-то пас, коров чистил, свиней. Оффлайн ты имеешь? Да, в онлайне. Имеется в виду в тот момент, когда это происходило, когда меня учили складывать сено. Я помню, я тогда ему говорил, я говорю, батя, зачем мне это? Он говорит, когда-нибудь тебе это пригодится. Я говорю, я буду жить в городе. Я буду жить так, чтобы мне никогда это не пригодилось. Да, возможно, так это и есть. Прикинь, купишь себе дом в Италии, у тебя будет там рядом
Пастбище. Если я смогу себе позволить купить дом в Италии, значит, я смогу себе позволить людей, которые будут складывать сено. Я максимум буду сеять и говорить, но, неправильно. Искузи, да. Не, еще это тоже неправда. Я знаю огромное количество людей, которые точно могут нанять кого-то, чтобы посадить грядки, но с удовольствием на пенсии делают это сами. У меня такое есть, да. Я, кстати, недавно понял, на даче, я понял. Я пока еще не, я понял, что у меня есть эта опция. Я пока еще ей не занимаюсь, потому что я такой попозже. Но я точно знаю, что я буду супер садоводом. Я вообще вот эти грядки какие-то делаю. Вот видишь? Вообще балдеж. Что ты тогда придумываешь? У меня на даче там 6 соток, и, по-моему, 8 соток из них грядки. Вот в таком ключе. Клумбы все время какие-то. Я там что-то в Амстердаме купил какой-то в аэропорту там всяких луковиц, приехал, они хер зашли. Тюльпаны. Да. Нет, там невозможно это не купить. Да. Там еще тетка какая-то русская. Я такой, ты серьезно вообще? Ну, как будто их там много, знаешь. Не она одна знает все языки, а там, иди русский пришел. Он сказал, ладно, пойду. Это да. Но я тогда сильно бесился, когда вот это, я прям... Ну, чтобы ты понимала, мы же еще, у меня батя уже был военный, и где-то лет до 12, до 14 мы жили очень хорошо. То есть это все-таки был там до 91 года Советский Союз. Он у меня летчик, и мы жили там в Хабаровске, в трехкомнатной квартире, все дела, там, наши ездили в Адлер на отпуск. Потом мы в Польше жили уже вот этот пубертатный мой весь период такой. И вообще там у меня такая цветная одежда была, знаешь, там все круто. И потом мы в такое очко приехали в 15 лет. В такое очко просто. Это был так... Понимаешь, я имею в виду? Я имею в виду, мой отец, ну, чистил там, условно, свиней, там, ухаживал за всякими там животными и так далее с измольства. Ну, то есть он родился в деревне. Для него это было да, он родился в деревне, он сразу, ну, типа, вот сразу это все было. А я, представляешь, приехал вообще, блин. Я такой, чего? А мне 15 лет. Я уже такой, как, что там, сиськи есть у девчонок? Нету. А мне тут надо чистить свиней, у которых сисек, блядь, хоть отбавляй. Я сильно протестовал против этого, и все. И мы еще, я же говорю, там было это так все. Всему научился этому какому-то. Я не понимаю, зачем мне сейчас это. Я вот что угодно хочу, я могу построить что угодно и так далее. Но не понимаю. Ну ты микрофон сейчас соорудил, что мы без тебя делали. Да. Как ни крути, мы дети своих родителей, поэтому все нам пригодится. Нет, это круто. Я даже, знаешь, мои сожаления главные. Я имею в виду, я понимаю, что, типа, ну, у меня ушел батя, и я понимаю, что, типа, ну, уже надо отпустить это, потому что, ну, в смысле, в чем прикол, господи. Это как говорят, смерти родственника ты всегда жалеешь себя, а не данного конкретного родственника. Странно вообще жалеть, ему же там, знаешь, условно, ладно, по-моему, там больно навечно было, а так, блин, ушел и ушел. А я, естественно, типа, мои главные переживания, это то, что, ну, типа, что его сейчас нет, потому что у меня сейчас все хорошо, и как плохо, что он этого не видит, да, что, типа, как будто бы я, я доказал ему, но как будто я еще хочу доказать, что, видишь, не пригодилось мне складывать сено, понял? Выкусил, вот так-то, уделал я тебя. Но, блин, мне не нравится религия, но мне знаешь, что нравится в религии? Так. Мне вообще не нравится религия. Но в религии мне все время нравится, в силу того, что сейчас батя нет, мне в религии нравится один момент, когда батя за тебя. Ну, типа... То есть все-таки остается маленькая надежда, что он все-таки видит. Мне нравится вот это вот куда-то обращение туда, типа... Как, знаешь, как Луи Си Кей смешно говорил, когда я, говорит, ненавижу всех этих футболистов там, ну, в Америке, это про американский футбол, которые получают какую-то премию, говорят, я знаю, что мать сейчас следит за мной и так далее. Он говорит, блядь, эти дети вообще никогда не могут отпустить родителей, даже после смерти, да. Он говорит, у нее там рай, облако, ей все, что надо, это, там что-то ей говорят, пойдем есть райские яблоки. Он такая, нет, там у сына игра, мне надо смотреть. В этом ключе религия мне не нравится. Но вот это вот типа, это выглядит всегда пафосно, знаешь, это когда благодарю Господа Бога, своих родителей там и так далее. Поэтому... Все так. Да, я все еще надеюсь, что нам дадут какую-то премию за это шоу, поэтому... Ну чё? Ну мы поняли, братан, надо тебе заниматься с собой, как минимум первый шаг. Отчим как будто... Он может быть раздражающий фактор и так далее, но в первую очередь надо разобраться с собой, да? Да, ты ж не забывай, что отчим же тоже мужик, и у него тоже есть яйца, и вот этот внутренний стержень и противостояние тому, что он не может во всем тебе идти навстречу.
Он же хоть и через мать, как он пишет, типа он через мать, но он же подает тебе сигналы, да? Да. Ты хочешь что, чтобы ты, ну тебе в какой-то момент позвонили в дверь, ты открыла, он там на коленях, блядь, с цветами и не знаю, с каким-то ножом, типа хочешь убей меня, если мы не можем в этом мире быть. Ну, конечно, вдвоем. оно выглядит, это письмо, как будто бы достаточно понять, что, может быть, этот отчим не так плохо, и он не виноват во всех смертных грехах, и тогда, может быть, и попроще будет. А как будто бы с той стороны, в общем, все открыты к диалогу. Что всегда... Ну, а круто, что ты уже написал письмо, значит... И очень круто все изложил, знаешь, осталось как будто бы это все просто увидеть и пересмотреть. Да. О, кстати, можно прикольно запросить обратную связь. Ну, я имею в виду, когда у нас накопится, когда мы уже лет 5 будем в эфире и так далее, чтобы если нам бы писали, что, ну, типа, я вам когда-то писала письмо, и вот так эта проблема разрешилась. Да.